Особняк семьи Уолкотт в Коннектикуте был тем самым местом, где богатство чувствовалось даже в воздухе. Ворота с коваными гербами, садовники в униформе, стены, где висели картины XIX века и ковры, стоившие больше, чем средний дом. Глава семьи, Ричард Уолкотт, владел инвестиционным фондом, известным своей жесткой политикой и миллиардами на счетах. Его считали человеком, у которого нет места для слабости в бизнесе, в семье, в жизни. Его сын, Кристиан Уолкотт, только что вернулся из Европы, где заканчивал магистратуру по социальной политике. Он был не похож на отца Тиша, задумчивее, часто пропадающий в неформальных проектах, волонтерстве и общественных инициативах. Их отношения были напряженными. Один строил империю, другой искал, как ее влияние может изменить мир. Все изменилось в один зимний вечер. Кристиан приехал без предупреждения на старом джипе с одним единственным пассажиром-женщиной. Ее звали Сара Джеймс. Лет 40, измученное лицо, рваное пальто, сумка из магазина с вещами, которые были скорее памятью, чем имуществом. Она жила на улице почти 10 лет. Кристиан встретил ее во время работы в приюте и, узнав ее историю, понял, что не может отпустить. Когда двери особняка открылись, слуги отпрянули. Сара выглядела чужеродно на фоне мрамора и хрусталя. Кристиан молча провел ее в гостиную. И тогда появился Ричард. Те, кто был в доме, ожидали предсказуемой реакции. Гнев, крики, приказ выгнать всю эту сцену за ворота. Но случилось иное. Ричард остановился в дверях. Несколько секунд смотрел на женщину. Лицо его не выражало ничего, ни осуждения, ни удивления. Он подошел ближе, медленно, внимательно. Гостиная замерла в ожидании. Он узнал ее. 10 лет назад Сара была младшей аналитичкой в его компании. Умная, перспективная, она подала сигнал о мошенничестве в одном из проектов. Тогда ее уволили. Тихо, без скандала. Она потеряла работу, квартиру, связь с семьей. Ричард даже не вспомнил ее имени до этого вечера. Он не сказал ни слова, просто вышел из комнаты. Через несколько часов в дом приехали юристы. На имя Сары оформили отдельную жилплощадь. Началась работа по восстановлению документов. Позже она получила официальные извинения от компании и компенсацию. Пресса не узнала об этой истории. Но сотрудники дома рассказывали друг другу. Когда Ричард Уолкотт вернулся в кабинет, он долго смотрел в окно, затем снял со стены одну из своих наград и убрал в ящик. Иногда перемены происходят не на публике, а в тишине, когда правда наконец находит путь домой. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.